В этом видео я вожусь в коричневой жиже, крашу туалет и, как обычно на своем канале, ставлю мужчин на свои места. Всем привет, я Даша Моделист, и сегодня я вам покажу, как у меня получилось сделать вот такую настоящую зимнюю диораму. Тут танк Т-34 и его экипаж, который немножко заблудился, и ориентир в виде туалета им никак не помогает. Пошли смотреть, как можно сделать вот такую диораму. Диораму я буду делать в полюбившемся для меня форм-факторе в виде рамки для фотографий. Рамку я купила в ближайшем художественном магазине. Перед началом работ мне следует ее защитить. Для этого я использую малярный скотч от Zip Maquette. Потом в качестве забавной детали я соберу сельский туалет. Малые архитектурные формы отлично оживляют сюжет. Туалет у меня от немецких друзей из Gera Design. Если помните, то в начале года я строила диораму Шерманом и танцующими красноармейцами. Так вот, основание и строение тоже было от Gera Design. Туалет выполнен по методике лазерной резки по дереву и собирается как конструктор. Я только усилю конструкцию клеем ПВА. И меня немножко смущает сердечко на двери туалета. Мне кажется, что в Советском Союзе такой практики не было, и эти сердечки были характерны для западных стран, а к нам такой архитектурный излишек пришел именно из Европы. Потом мне надо подготовить дерево. Я заметила, что диорамы без растительности выглядят довольно скучно, так что я считаю, что надо будет попробовать оживить диораму разнообразной флорой и фауной. Это, кстати, мой первый опыт изготовления дерева из подручных материалов. На даче я взяла соцветие гортензии и предварительно высушила его, а на этих кадрах я его кромсаю, так, чтобы было приблизительно похоже на дерево. Толщина этого отростка как раз похожа на толщину ствола относительно молодого дерева в 35-м масштабе. Вот так пока выглядит эскиз моей диорамы. А теперь я формирую землю. Если на прошлых своих диорамах я использовала строительный гипс для таких целей, то теперь я нашла более практичный для этого материал – текстурную пасту от фирмы Zip Maquette. Ее преимущество в том, что для полного высыхания ей нужно ровно 24 часа, то есть у вас будет время исправить ошибки или что-то доделать, а гипс сохнет буквально за 10 минут. Плюс текстурную пасту не надо красить, она сама уже по умолчанию имеет свой цвет, и при желании текстурные пасты можно мешать, добавлять в них краску. Если вам прям будет необходимо добиться именно нужного вам оттенка любимой жижи под ногами. Но есть и минусы. На эту диораму я потратила 1,5 баночки, что очень много, а формат у меня А4. И обратите внимание, как я формирую рельеф. Центром диорамы будет укатанное танком поле, а колея пройдет примерно по диагонали диорамы. Следует избегать параллельных и перпендикулярных линий при создании композиции, иначе это будет давать слишком уж искусственный эффект. Танком Т-34 я делаю следы от танка, как бы это логично ни звучало, а запасными траками от Т-34 я имитирую танковые следы. Также на клей ПВА я приклеиваю маленькие камушки, что сделает фактуру почвы более интересной. Купить такую текстурную пасту от фирмы Zip Maquette можно, конечно же, в магазине «Модельная лавка». Ссылка на магазин будет в описании. В «Модельной лавке» наконец начали появляться предзаказы на модели. Оформив предзаказ, можно отлично сэкономить, так что следите за ближайшими анонсами. А пока вы можете сделать заказ моделей своих любимых брендов по скидке, а написав отзыв, вы получите баллы, которыми можно будет расплатиться за следующий заказ. Кстати, у меня есть еще второй канал «Даша Техник», и на нем я показываю настоящую военную технику в деле, рассказываю об ее истории и применении. Например, на канале есть очень классное видео про танки Т-55 и Т-62, где я не просто рассказываю об их истории, но и показываю их в деле. В моих видео настоящие танки маневрируют, стреляют и совершают фигурное катание. Переходи по ссылке в описании на канал Даша Техник. Настало время заняться посадками, и по моей задумке диорама будет изображать события начала весны. То есть снег еще лежит, еще бывают заморозки, кое-где начинает показываться прошлогодняя травка. Этому времени года отлично соответствует танк Т-34 с облезлым зимним камуфляжем. В качестве жухлой травки у меня будет выступать водопроводный лен, который я ножницами порезала на травинке. В недавнем видео про диораму с коровами водопроводный лен у меня выступал в качестве основного стога сена.
Также в уголке я посажу немножко кустиков от фирмы Green Stafford. И вокруг дерева тоже посажу жухлую травку, кустики, и размолотыми в блендере цветами гортензии я сымитирую опавшую листву. Также применю типичный сельский забор из 2 перекладин. Брусочки для него я заказала в Китае, и склею я их между собой на суперклей. И это было довольно сложно. После постройки забора я окрашу дерево в темно-коричневый цвет, и сделаю я это кистью. Но, как показал опыт, чтобы избежать повреждений ствола, лучше это сделать при помощи аэрографа и заранее. А теперь я окрашу туалет. Хоть он сам по себе сделан из дерева и имеет неплохую фактуру, но лучше все равно его окрасить. После окраски он будет выглядеть немножко поинтересней. Использую я здесь акрилат ACM, причем надо окрасить так, чтобы каждая доска имела чуть свой отличающийся оттенок. И можно сказать, что я его не окрасила, а тонировала, так как я использовала более жидкую краску, чем обычно. Вот так пока выглядит диорама на данном этапе работ. Да, на ней уже появились фигурки, и это советские танкисты в зимней форме. Они ко мне пришли из набора от фирмы Mini Art. Вначале я загрунтую их черным грунтом от фирмы Zipmaket. Потом по черному цвету мне будет проще делать высветление. И обратите внимание, что для своего удобства я просверлила в пятках бойцов отверстия и вставила туда зубочистку. И таким образом мне будет легко держать фигурку во время работы. Та же участь постигла и головы танкистов. Пару слов хочу сказать о качестве этих фигур, и я ожидала большего от мини-арта. Если к форме пока вопросов у меня нет, хотя у экспертов по униформе могут таковые появиться, то к лицам у меня есть претензии. Они недостаточно хорошо вылиты, мелкие детали лица немного замылены, что усложняет их роспись. Например, те бойцы, что я расписывала в начале года, были сделаны из смолы, и качество проработки лиц у них было намного лучше, да и вообще мелких деталей было на порядок больше, что помогло мне добиться более качественного результата. Дубленки танкистов я задула из аэрографа, и мне было довольно сложно добиться нужного оттенка. Я нашла несколько фотографий реконструкторов, и судя по ним, цвет должен быть какой-то тепло-светло-коричневый, чуть не доходящий до белого. В общем, я намешала кучу разных красок, разных оттенков, и вроде даже получила нужный мне результат. А точность тех пропорций вы меня можете даже и не спрашивать, я все делала на глаз. Вот что я точно могу сказать, так что я использовала здесь охру, белую и брезентовую краску. Сухой кистью пройдусь по штанам танкистов, опять с целью сделать их не такими скучно черными, а чуточку яркими.
А тут я окрашу головы танкистам. У ICM как раз для этого есть несколько оттенков кожи. Нанизанные на колье головы выглядят немножко жутко, но зато мне удобно их так красить. Также мне остается окрасить мелкие элементы униформы танкистов, а именно пуговицы, ремни и варежки. А теперь я приклею на место табельное оружие танкистов. И вот спустя пару вечеров мои танкисты готовы. Кстати, обратите внимание, у некоторых из них необычные варежки с отсеками не для одного, а для двух пальцев, большого и указательного. Это чтобы было тепло и стрельбе из оружия не мешала варежка. После окраски бойцов я решила напечатать на 3D принтере животных, кошечек и птичек. Но кошечки у меня вышли уж совсем уж маленькими. В 35 масштабе это прям котята. Так что я отложу их до последующих диорам. А вот птички мне подойдут. И они отлично оживят диораму. И покрашу я их серо-черным цветом. То ли вороны, то ли дрозды. Непонятно. Ну и как финал работы над фигурами, я сделаю им самодельную смывку из коричневой масляной краски и white спирита. И мне так даже понравилось больше, чем использовать готовую. Диорама у меня зимняя, а какая русская зима без снега? Поэтому мне нужно изготовить снег по привычному уже мне рецепту. Беру пищевую соду в классической упаковке, добавляю в нее ПВА и белые акриловые краски. И эту жижицу тщательно перемешиваю. Кстати, где-то на моем канале есть урок по созданию снега. И распределяю по диораме, так как бы показывая слегка растаявший снег. Наношу снег лопаткой от мачете.
туалета под деревом делаю сугроб, ведь логично, что под деревом в тени туалета снег будет таять намного медленней. Также я добавлю снег и на Т-34. А теперь мне надо изобразить свежевыпавший снег, и для этого я из баллончика наношу клей. Он после высыхания станет бесцветным, что не скажется на общей палитре диорамы. Припорошу деревья и кустики. И не забуду про крышу туалета. А излишки снега я просто уберу пылесосом. Вот здесь я убираю маскировочную ленту. Тут главное ножичком не поцарапать рамку, и обратите внимание, что даже если повредить основание, то докрашивать его не обязательно, ведь сама текстура имеет землянистый цвет. А теперь самое прикольное в этой работе – это создание финальной композиции. Ставлю танк Т-34 на свое место и расставляю по диораме танкистов. Они составляют две группы. Первая – это расслабленные заряжающий и радист. Они находятся около самого танка. А вторая группа – это командир, наводчик и механик-водитель, которые думают, как лучше им организовать огневую позицию. На них лежит вся ответственность по выполнению боевой задачи. Ну и какой командир без карты? Я использую готовые карты от фирмы ZipMaket. Вырезаю, складываю и вручаю в руки командиру. А вот тут я довожу ходовую часть танка до такого состояния, чтобы грязь более-менее соответствовала диораме. Грязь изображаю при помощи текстурной пасты.
показываю следы, по которым танк дошел до места событий. И вот такой результат у меня получился. Мне очень понравилось работать с текстурной пастой. Она намного удобнее гипса или алебастра, хотя это одно и то же. А еще я очень довольна туалетом. Он получился прям как настоящий деревянный. И надеюсь, вам результат тоже понравился. Подписывайтесь на мой канал, а также заглядывайте на канал Даша Техник, где я рассказываю про военную и гражданскую технику, а также показываю боевые машины в движении. А еще у меня есть соцсети, где можно посмотреть детально все фотографии моих работ. Увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.